Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами в этом видео поговорим о прогнозах известных астрологов на июнь 2024 года. В этом видео мы с вами обсудим ключевые моменты, на которые вам стоит обратить внимание в июне. Мы узнаем, как планетарные аспекты будут влиять на вас, на социальные связи, на ваше вдохновение, на деньги, на здоровье. Также поговорим о том, как вам достичь эмоциональной гармонии и внутреннего баланса в этот непростой, но в то же время многообещающий месяц. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как использовать энергии июня 2024 года для достижения успеха и гармонии в своей жизни. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Итак, друзья, начинаем. Июнь 2024 года обещает быть насыщенным и динамичным месяцем, полным важных астрологических событий и влияний. И понимание основных планетарных аспектов и их значений поможет нам с вами подготовиться к возможным изменениям и использовать энергии месяца в свою пользу. И вы знаете, июнь будет отмечен значительными энергетическими колебаниями и важными астрологическими событиями. Планетарные аспекты, которые формируются в этом месяце, будут оказывать мощное воздействие как на личную жизнь людей, так и на глобальные события. Соединение Солнца и Венеры в знаке зодиака Близнецов, которое произойдет 4 июня, создаст благоприятные условия для общения, для творчества, для романтических отношений. Этот аспект будет способствовать укреплению социальных связей, новым знакомствам и улучшению коммуникаций. Венера, планета любви и красоты, в соединении с Солнцем будет усиливать стремление к гармонии и эстетике, а это значит, что в этот период будет происходить укрепление личных и профессиональных связей, повышение привлекательности и обаяния, а также благоприятные будут создаваться условия для творчества и искусства. Далее уделим внимание переходу Меркурия в знак зодиака Близнецы 3 июня. Вы знаете, что Меркурий – это планета коммуникации и мышления. Она перейдет в свой доминирующий знак Близнецов. Это усилит интеллектуальную активность, гибкость ума и способность к адаптации. Влияние Меркурия в Близнецах будет способствовать быстрым решениям, легкости в обучении и взаимодействии с окружающими людьми. Далее у нас с вами полнолуние в знаке зодиака Стрелец 22 июня. Усилит стремление к истине, к свободе и приключениям. Это время, когда эмоции могут быть на пике, и важно найти баланс между внутренними желаниями и внешними обстоятельствами. Полнолуние также подчеркивает и важность духовного роста и расширения горизонтов. Далее у нас с вами 18 июня. Это соединение Марса и Сатурна в знаке Водолея. Принесет сочетание энергии действия и дисциплины. Марс – планета энергии и инициативы. В соединении с Сатурном, планетой структуры и ограничений, создаст условия для целеустремленной и продуктивной работы. Этот аспект будет способствовать реализации долгосрочных проектов и планов. Особое внимание в июне 2024 года заслуживает переход Марса в знак Овна. Марс, как планета действия, энергии и войны, имеет сильное влияние в знаке Овна, которым он управляет. Этот переход произойдет в начале месяца и будет оказывать значительное воздействие на всю его энергетику. Марс в Овне будет усиливать стремление к действию, инициативность и смелость. Люди будут чувствовать прилив энергии и мотивации для реализации своих планов и проектов. Это время, когда можно смело браться за новые начинания и не бояться рисковать. Марс в Овне также может приводить к повышенной конфликтности и импульсивности. Люди могут быть более раздражительными и склонными к поспешным решениям. Важно контролировать свои эмоции и стараться избегать ненужных споров и конфликтов. Кроме того, Марс в Овне будет способствовать и физической активности и занятию спортом. Это отличное время для начала нового фитнес-режима или спортивных тренировок. Физическая активность поможет направить избыток энергии в
позитивное русло и улучшить общее самочувствие. Также Марс в Овне усиливает и развитие лидерских качеств и инициативность. Люди будут стремиться к лидерству и желать брать на себя ответственность. Это время, когда можно проявить свои лидерские способности и вести за собой других людей. Кроме того, июнь 2024 года, обращаем ваше внимание, благодаря значительным планетарным аспектам, будет месяцем высокой активности, динамики и перемен. Основные аспекты, такие как соединение Солнца и Венеры, переход Меркурия в Близнецы, полнолуние в Стрельце и соединение Марса с Сатурном, будут оказывать сильное влияние на различные сферы жизни. Особенно важным событием месяца станет переход Марса в знак Овна, что принесет с собой волну энергии, инициативности и решительности. Здесь очень важно понимать и знать, что использовать нужно эту энергию конструктивно, избегая импульсивности и конфликтов, и направлять ее на реализацию позитивных изменений в своей жизни. Будьте готовы к неожиданным поворотам, потрясениям, но помните, что каждый аспект планетарных влияний можно использовать себе на пользу, если подходить с осознанием и с пониманием. Далее, июнь также станет периодом, который окажет значительное влияние на аспекты нашей жизни. Роль ключевых планет, таких как Юпитер, Сатурн, Меркурий и Венера, будет особенно важной. И здесь нужно понимать и то, что Юпитер, это планета расширения, роста и удачи, будет оказывать сильное влияние в июне 2024 года. В этом месяце Юпитер будет находиться в знаке Тельца, что принесет стабильность и благоприятность возможности для материального и духовного роста. Также обращаем ваше внимание, что Меркурий, планета коммуникации, мышления и торговли, будет играть важную роль в июне. В первой половине месяца Меркурий будет находиться в знаке Близнецов, что принесет легкость в общении, интеллектуальную активность и гибкость ума. Далее, на что еще стоит обращать внимание, что июнь 2024 года отмечен значительными энергетическими колебаниями. В первые дни июня ожидается значительный энергетический подъем, связанный с переходом Марса в знак Овна и соединением Меркурия и Венеры в Близнецах. Это время повышенной активности, оптимизма и инициативы. К середине июня энергетика начнет спадать. Это связано с воздействием Сатурна и периодом полнолуния в Стрельце. Люди могут чувствовать усталость, раздражительность и снижение мотивации. Важно уделить внимание своему здоровью и избегать переутомления. К концу июня энергия начнет восстанавливаться и настроение улучшится. Это время, когда можно вернуться к незавершенным делам и планам, а также подготовиться и к новым начинаниям. Как мы уже сказали ранее, июнь 2024 года обещает быть насыщенным и непростым периодом, полным неожиданных поворотов и потрясений. Известный астролог Александр Зараев опубликовал свой прогноз, в котором детально описывает, чего стоит ожидать в этом месяце. Давайте мы с вами рассмотрим основные тезисы его предсказаний и проведем анализ возможных политических и социальных событий. Александр Зараев предупреждает о своего рода космической грозе, которая начнется в июне. По его словам, это время будет отмечено значительными энергетическими колебаниями и всплесками, которые уже начались в начале мая с переходом Марса из знака зодиака Рыб в знак зодиака Овен. Зараев отмечает, что в начале июня ожидается значительный энергетический спад, который продлится с 2 по 5 июня. Несмотря на высокий уровень энергии в первых числах месяца, к середине июня энергетика резко снизится, что приведет к различным потрясениям и дисгармонии. Марс, пробыв почти 2 месяца в знаке зодиака Рыб, переходит в знак Овна, что символизирует мощный всплеск энергии.
Также астролог сравнивает это с эффектом, когда Марс как бы выскакивает из воды на оперативные просторы, что может вызвать многочисленные потрясения. Также астролог и говорит о том, что июнь будет временем, когда начавшиеся в мае военные операции и потрясения на Востоке получат свое развитие. Зараев приводит параллель с октябрем, когда наблюдались подобные энергетические всплески, и предсказывает усиление хаоса и разрушений. 3 июня Меркурий войдет в знак Близнецов, где уже будут находиться Юпитер и Солнце, образуя стеллиум. Это усилит информационное воздействие, а 4 июня в Близнецах произойдет соединение Солнца с Венерой, что добавит еще и дополнительную напряженность. Также астролог говорит о том, что значительные социальные и экономические потрясения будут в июне. Влияние Марса и Сатурна, а также стеллиума в знаке Близнецов создадут условия для кризисов, скандалов и изменений в политической и экономической сферах. Зараев указывает на возможное усиление военных конфликтов, особенно на Востоке. Эти события приведут к значительным изменениям на мировой политической арене. Астролог предупреждает, что силы хаоса и разрушения получат возможность в полной мере проявить свои разрушительные качества, что может привести к серьезным последствиям. Это может быть как усиление геополитической напряженности, это могут быть новые военные конфликты и обострение уже существующих и, конечно же, изменения в политической карте мира. Далее, влияние Марса и Сатурна, а также стеллиума в Близнецах может привести и к экономическим кризисам и социальным потрясениям. Это время характеризуется высокой степенью нестабильности и непредсказуемости. Как это отразится? Это могут быть экономические кризисы, волатильность на рынках, это могут быть социальные протесты, забастовки, также это могут быть и изменения в правительственных структурах и политике. Стеллиум в знаке Близнецов, включающий Меркурий, Юпитер и Солнце, усилит информационное воздействие и приведет к информационным войнам и скандалам. Астролог предупреждает, что в этот период необходимо быть особенно внимательным к информации и стараться избегать дезинформации. Возможные последствия, скандалы в медиа и в политике, распространение дезинформации и фейковых новостей, ну и, конечно же, усиление информационного противостояния между различными странами и политическими группами. Астролог предсказывает возможные изменения и в руководстве стран и политической элите. Он допускает, что в этот период могут произойти значительные перестановки на политической арене, включая возможный уход с поста президента одной из соседних стран. Значительный энергетический спад, предсказанный Зараевым, может привести к повышенной раздражительности, усталости и снижению мотивации у людей. Это время, когда важно уделить внимание своему здоровью и стараться избегать стрессовых ситуаций. Теперь давайте рассмотрим основные прогнозы для США, России и других ключевых стран, а также проанализируем возможные последствия этих астрологических влияний. Итак, Соединенные Штаты Америки, согласно прогнозам господина Зараева, столкнутся с серьезными испытаниями уже в июне 2024 года. Период близнецов, в который входит этот месяц, будет напряженным и сложным для политического и социального климата страны. Зараев предсказывает возможные политические кризисы и конфликты, особенно между демократами и республиканцами. Влияние Меркурия, Юпитера и Солнца в знаке Близнецов создает условия для острых дискуссий, скандалов и информационных войн. Это может привести к усилению внутренней политической нестабильности и разногласиям. Экономика США также в июне 2024 года может столкнуться с трудностями. Влияние Сатурна и Марса может привести к экономическим спадам и финансовым потрясениям. Возможны резкие колебания на фондовых рынках и проблемы в банковской сфере. В международной политике США также ожидают вызовы. Влияние планетарных аспектов может привести к обострению отношений и с другими странами, особенно с Россией и Китаем. Это время, когда дипломатические усилия потребуют особой осторожности и продуманности.
Россия также окажется под сильным влиянием планетарных аспектов в июне 2024 года. Страна может столкнуться с значительными внутренними и внешними вызовами. Во внутренней политике России ожидаются изменения и где-то возможные кризисы. Влияние Марса и Сатурна может привести к усилению политической активности, протестных движений и напряженности между различными политическими группами. Экономика России также будет подвержена влиянию планетарных аспектов. Возможны резкие изменения в валютных курсах, колебания цен на нефть и другие природные ресурсы. Это может создать дополнительные вызовы для финансовой стабильности страны. На международной арене Россия может столкнуться с новыми вызовами и обострением существующих конфликтов. Влияние планетарных аспектов может усилить напряженность в отношениях с Западом и соседними странами. Кроме США и России, планетарные аспекты июня 2024 года будут оказывать влияние и на другие ключевые страны мира, включая Китай, Европейский Союз и страны Ближнего Востока. В Китае влияние планетарных аспектов может привести к экономическим и политическим изменениям. Возможны новые реформы и изменения в правительственной политике, которые будут направлены на адаптацию к глобальным вызовам. Европейский же Союз может столкнуться с внутренними разногласиями и политическими кризисами. Влияние планетарных аспектов может усилить напряженность между странами-членами и привести к новым вызовам для европейской интеграции. А вот на Ближнем Востоке ожидается усиление политической и социальной напряженности. Влияние планетарных аспектов приведет к новым конфликтам и обострению существующих кризисов. Астролог Михаил Левин предлагает свой взгляд на июнь 2024 года, который отличается от прогнозов астрологов Александра Зараева. Левин подчеркивает, что позитивные аспекты месяца, акцентируя внимание на возможностях, которые открываются перед нами. Давайте рассмотрим основные отличия между прогнозами Левина и Зараева, а также положительные моменты, которые могут помочь нам с вами максимально использовать энергии июня 2024 года. Итак, астролог Зараев акцентирует внимание на сложностях и вызовах июня, описывая его как период значительных энергетических колебаний, политических кризисов и социальных потрясений. В его прогнозе много внимания уделяется возможным конфликтам и кризисам. Михаил Левин, напротив, предлагает более оптимистичный взгляд на этот месяц. Он считает, что несмотря на определенные трудности, июнь предоставит множество возможностей для личного и профессионального роста. Левин подчеркивает важность правильного использования энергии месяца для достижения позитивных результатов. Далее, Зараев концентрируется на возможных негативных последствиях планетарных аспектов, таких как конфликты и экономические кризисы. Он предупреждает о необходимости осторожности и готовности к вызовам. Левин же акцентирует внимание на позитивных аспектах, такие как усиление интеллектуальной активности, улучшение социальных связей и творческое вдохновение. Он считает, что именно июнь может стать временем для новых начинаний, укрепления отношений и реализации творческих проектов. Зараев уделяет много внимания негативным влияниям планетарных аспектов, особенно Марса и Сатурна, описывая их как источники конфликтов и кризисов. Левин же, напротив, рассматривает те же аспекты, но как источники возможностей. Он подчеркивает, что Марс и Сатурн могут помочь нам с вами достичь значительных успехов, но это произойдет только через упорный труд и дисциплину, а также использовать эту энергию для реализации именно долгосрочных планов. Также обращаем ваше внимание, что именно июнь может открыть многим людям глаза на те события, на те моменты, которые происходят в той или иной стране. Теперь давайте подведем итоги.
Итак, прогнозы Михаила Левина на июнь предлагают нам более оптимистичный взгляд на предстоящий месяц по сравнению с прогнозами Александра Зараева. Левин подчеркивает важность интеллектуальной активности, социального взаимодействия и творческого вдохновения. Он отмечает, что несмотря на возможные трудности, июнь все-таки принесет множество возможностей для роста и развития. Переход Меркурия в знак Близнецов усилит нашу способность к обучению и обмену информацией. Это отличное время для начала новых образовательных проектов и улучшения навыков общения. Влияние Венеры и Солнца в Близнецах создаст благоприятные условия для укрепления социальных связей и установления новых контактов. Участие в социальных мероприятиях будет особенно полезным. Рассматривая июнь, мы видим, что все-таки июнь 2024 года – это месяц для нас с вами, месяц возможностей, роста и новых начинаний. Поэтому очень важно, чтобы вы использовали энергии июня правильно, и тогда он принесет вам успех и гармонию. Мы надеемся, друзья, что эта информация, эти подсказки, эти знания для вас действительно были полезны. Обращаем ваше внимание, что очень важно, чтобы вы именно встретили июнь только на позитивной ноте. Даже если вам сейчас что-то не нравится в вашей жизни, вас раздражает, вы не знаете, как поступить, куда вам дальше двигаться и так далее, остановитесь и подумайте, что вы делаете не так. Задайте вопрос Вселенной, попросите помощи у высших сил, у своего ангела-хранителя. И поверьте, они обязательно вам помогут. Конечно, это не будет происходить прямо в данную секунду, но вы должны понимать и то, что высшие силы, они через какие-то знаки, через какие-то подсказки обязательно вам донесут ту информацию, которая действительно вам нужна, и она поможет вам в жизни. Мы надеемся, что, друзья, эти советы, эти рекомендации вам помогут в жизни. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация поможет в жизни. Мы всем желаем, чтобы для вас июнь прошел удачно, благополучно, легко и только, друзья, на позитивной нотке. Мы надеемся, что в вашей жизни будет все прекрасно и чудесно. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. У нас очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.